Sehnsucht. По-русски нельзя перевести. Хорошо бы понимать, кто такой Даниэль Либескинд. Осознание того, кто должен все это сделать. Катарсис. То самое пирожное Мадлен вдруг тебе пришло в голову. Называется «Пруст французской булки». Это не архитектура и даже не дизайн. Здесь же нету одного маршрута по выставке. Это не только бесконечная красота, но и постоянная опасность. Это такой perfect match. Меня зовут Сергей Фофанов, я один из 3 кураторов замечательной выставки «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии». Буквально сейчас мы заканчиваем монтаж. Скоро выставка откроется. Скорее всего, вы увидите уже это видео, когда выставка открыта, вы здесь уже побываете или захотите сюда прийти. Ну, а сейчас мы расскажем вам о том, как это все делалось и все, что это обозначает. Передаю слово моему замечательному коллеге Александру. Приветствую. Меня зовут Александр Годованец, я руковожу выставочной службой и по совместительству занимаюсь проектом «Романтизм в России и Германии. Мечты о свободе» вместе с замечательными кураторами и в плотном тандеме с Сережей. Все почти готово. Мы так рады, потому что вы не представляете, сколько здесь мы провели времени. Сколько мы провели времени не здесь, чтобы все это воплотилось. Потому что мы находимся сейчас именно в пространстве выставки. Это не архитектура и даже не дизайн. И вот пространство специально для нас, для этой выставки, сделал замечательный архитектор Даниэль Либескинд. Здесь была очень такая личная, драматическая коллизия, когда хотелось, чтобы это был и художник одновременно, и архитектор, и чтобы было все совсем по-другому. И оно получилось, потому что собрать русский и немецкий романтизм под одной крышей, да еще и в такие трудные времена, дорогого стоит. Вот, может быть, ты нам в 2 словах сейчас скажешь? Вообще, хорошо бы понимать, кто такой Даниэль Либескинд и почему приглашение его поработать с этим проектом — это такой perfect match. Это настоящая удача для нас, что он согласился взяться за выставку «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии». Даниэль Либескинд работал с музейными проектами много лет и сделал такие замечательные музеи, как Краевский музей в Торонто, Еврейский музей в Копенгагене, Еврейский музей в Берлине, может быть, один из самых известных. Военный музей в Дрездене. Мне кажется, каждый архитектор, когда работает над выставочным проектом, хочет закладывать какие-то идеи, какие-то большие образы, пространственные, визуальные, которые считываются не только умом, но и на уровне ощущений. Но вот Даниэль Либескинд, возможно, лучший кандидат на такую весьма интересную задачу. С другой стороны, насколько мы поняли, что и с его стороны интерес к этому проекту был очень живой, очень личный, и для него этот проект — это некое художественное произведение, некий манифест, который важен для него как высказывание. Когда мы здесь находились до того, как повесили картины, это пространство уже работало на образ выставки, уже говорило о романтизме. Как правило, все-таки архитекторы выставочные идут от некоторой функции и от некого сценария рассказа о содержании выставки от этапа к этапу, последовательно. Последовательность. Здесь же нету одного маршрута по выставке. Здесь есть абсолютная свобода в выборе направления. Когда ты идешь по выставке, у тебя возникают разные смысловые развилки, но также это работает и на подсознательном, бессознательном уровне. Да, вы знаете, это очень хорошо, то, что ты сказал, потому что действительно вот работающий на подсознательном уровне, и вот за что как раз лично я очень благодарен Даниэлю, что он создал абсолютную герметичную романтическую форму. Романтическое произведение искусства, особенно литературы, да даже, в общем-то, и в музыке, оно фрагментарно, оно не может быть целым. И вот из разрозненных фрагментов появляется книжка, появляется идея, замысел, то же самое может быть и в картине, то же самое может быть и в архитектуре, как показывает нам Либескинд. Именно за фрагментарное, за незавершенное высказывание начинают ценить эпоху романтизма. Собственно, эскиз, этюд, недовысказанность — это то, что рождает свободу. И вот здесь как раз каждый из блоков — это не законченная история, это всего лишь намек о том, что такое романтизм на том или другом примере. И
поскольку мы говорим о выставке как мечты о свободе, это первое название, и у нас нет хронологии, у нас Россия и Германия без каких-то конкретных дат. Свобода — это значит, ты приходишь сюда, и ты волен выбирать свой маршрут, блуждать здесь, фланировать, как говорили в XIX веке, чтобы ощутить смысл, чтобы какое-то переживание тебя постигло, тот самый катарсис, то самое пирожное Мадлен вдруг тебе пришло в голову. И вот эта архитектура, она рождает смыслы. И это очень здорово. Я прав? Называется «Пруст французской булки». Да. Значит, мне кажется, что важно понимать, что эта незаконченность, она возникает на уровне перетекания из одной секции, из одного раздела, из одной темы в другую, но при этом парадоксальным образом этот проект абсолютно закончен и даже формалистски очень жестко выстроен. Он выстроен как лабиринт, который создан из двух пересекающихся друг с другом спиралей из стен. Одна из этих спиралей начинается с черной стены и постепенно через градиент и через постепенное высветление краски переходит в белое. И вот мы сейчас стоим в сердце и в начале этих двух спиралей между черной и белой стенками. И постепенно, пересекаясь друг с другом, эти спирали переходят одна в черный, другую в белый цвет в другой части выставки. Самое главное в центре лабиринта — это два важнейших художника эпохи романтизма. Каспар Давид Фридрих, как центральная фигура немецкого романтизма. И по соседству с ним, чего никогда раньше не было, Александр Иванов, как центральная фигура русского романтизма. То есть вот это наложение, и они как бы вроде и в одном пространстве, но один на белых стенах, другой на черных стенах, рядом друг с другом. И это, конечно, потрясающая история. Давайте отмотаем на 2 века назад и вспомним, что, собственно, такое романтизм. Романтизм — это фактически новая художественная эпоха, новое художественное мышление, которое появилось на рубеже 18-19 века и в каком-то смысле не закончилось до сих пор. Мы с Сережей можем утверждать, что современное искусство и современное художественное мышление родилось в ту эпоху. Это большая мысль, большая философия, большое высказывание. Свобода творчества. Свобода творчества. И именно в этом смысле Даниэль Либескинд — это, можно сказать, романтик современной архитектуры. Когда Либескинд стал с нами общаться, он прислал нам текст, где описывал свои идеи по поводу проекта и рассказал о ассоциации с мифом о Дедале, первым архитектором, который построил лабиринт и был, собственно, первым узником этого лабиринта, чтобы он не смог повторить свое творение. И тогда, когда он очутился в этом лабиринте, то есть в пространстве не свободы, он смастерил крылья, благодаря которым вместе со своим сыном покинул лабиринт. Ну, знаю, чем история закончилась. Да, сына его звали Икар. Но что интересно в этом мифе о Дедале, да, кроме того, что это действительно такой архетипический, первый архитектор, мифический, античный, то, что это сам художник, который построил себе тюрьму, и потом сам должен был из нее выбираться. Причем с помощью своего творчества. Слышишь звуки? Да. Вода течет. У нас на выставке очень много живой водной стихии. Вообще стихия и образ океана, образ горизонта, образ непостижимой дали природы — это то, что в романтизме, собственно, открыли, и то, что по сей день волнует художника. Ну, то есть то, что природа — это как бы выражение некого сакрального мироздания, то есть концепции сакрального мироздания. Но и здесь есть некоторый конфликт, да, как с лабиринтом, ограничениями и одновременно поиском свободы в случае Дедала, так и в случае с природой. Это не только бесконечная красота, но и постоянная опасность. Да. Известно, что Каспар Давид Фридрих в детстве чуть не утонул. При этом не то, что он чуть не утонул, он катался на коньках по замерзшему озеру, провалился под лед, и его младший брат, пытаясь его вытащить, собственно, погиб и утонул. Утонул. И для Фридриха это стало тяжелым потрясением, которое он пытался через все свое творчество преодолеть. В конце выставки у нас представлено видео Билла Виолы, и все прекрасно знают тоже биографию этого замечательного художника. Когда в детстве он попал в море, его унесла волна, он оказался под водой и ощутил вот это вот бесконечное какое-то пространство, стихию времени, где он один на один под толщей воды.
не было ни страха, ничего, не было никакого ощущения смерти, а было бесконечное прекрасное пространство этой стихии. И когда его вынесло уже на берег, он как бы прожил этот инсайт, который сопровождает все его творчество. То есть такие параллели. Так вот, архитектура Либескинда, она тоже содержит в себе этот романтический конфликт. Это всегда некое парадоксальное сочетание жестких кристаллических структур, неких границ, стен, а с другой стороны свободы выбора направления. И вы видите здесь эти острые углы. Фактически, Сереж, это фирменный стиль Либескинда. Вот этот вот супер острый угол вы вряд ли встретите на какой-нибудь другой выставке. Это фактически его росчерк. Знаешь, я так что подумал, вот мы здесь стоим так долго уже, рассказываем. И вот поскольку выставка посвящена романтизму, истории, французской революции, вот мне все страшнее и страшнее становится, что за мной стоит нож гильотины, и сейчас мне голову отсекут, и я больше никуда не пойду. Может быть, еще куда-нибудь пойдем? Давай. Не поверите, мы взяли и перенеслись в другой конец оси. То есть стояли там, теперь мы стоим здесь. Прошли через всю эту ось, и видно, насколько выставка большая, насколько пространство распилено буквально этой, или разбито вот этой осью. Москва, Дрезден. Но чего-то не хватает. На самом деле, поскольку мы еще на монтаже, то не хватает еще важной составляющей, которая является красной линией, проходящей по полу. То есть замыкается вот эта рамочная конструкция, переходящая в перспективное удаление, самый-самый конец лабиринта к свободе, потому что мы сейчас отошли от свободы максимально далеко. Мы в начале нашего пути, по коридору времени, можем туда быстро пройти, снова вернуться, в общем, ходить как захотим. Но к метафоре гильотины, которую я уже обозначил, если замыкается красная вот эта рамка, их становится очень много, то действительно как будто органически вырезано что-то из нашего тела. Но на самом деле это, конечно, еще и метафора такого бесконечного пути, потому что когда вы увидите эту конструкцию завершенной, эти прямоугольники красные перспективного портала, сходящиеся в одну точку, они образуют такой туннель. И этот туннель — это в каком-то смысле тоже путь человека, некая устремленная в будущее, но непредсказуемая дорога. И как раз вот я сейчас слышу первые такты вот этой дороги, потому что выставка, она не только про, как я уже говорил, традиционные музейные экспонаты, живопись или графика. У нас есть неосязаемое произведение искусства, рассказанное во времени, рассказанное музыкальным языком. Дитрих Фишер-Дискау поет песню «Зимний путь» композитора Шуберта. Ничего более прекрасного на свете нет. И это именно о пути человека, о бесконечном странстве и поиске, которые будоражат романтика. И вот это замечательное слово «зейн», «зухт». По-русски нельзя перевести. Но оно из двух глаголов. «Зейн» — это смотреть, «зухен» — это искать. Это термин, рожденный романтиками. Это вот эта тоска и непрекаянность, и постоянное влечение куда-то, в поиске чего-то. И музыка, которая здесь звучит, она подгоняет нам, она рефреном отдается от стены, входит в эти перспективы. Этот зимний путь, одинокий странник, идущий по жизни. Скажи, что вообще мы прошли очень длинный путь, готовя этот проект. Несмотря на пандемию. Да, вообще говоря, для нас, для всех, я думаю, этот год был очень необычным. Как в какие-то старинные времена мы вдруг почувствовали себя вне зоны комфорта. Но при этом чувство локтя было запрещено.
чувство локтя было запрещено, но, с другой стороны, какие-то точки в мире стали ближе друг с другом. И, например, роскошь общения со студией Даниэля Лебескинда в течение более чем 1,5 лет в онлайн-режиме, уверен, без пандемии коллеги не нашли бы столько времени для того, чтобы поработать с московской выставкой. Это удивительно. Действительно, из-за того, что все оказались вдруг заперты вот дома у себя, то есть тоже в какой-то клетке, и захотелось оттуда выйти наружу, началось это общение. То есть действительно мы говорили об этом проекте часами со студией, сам Даниэль принимал в этом участие, и было именно решение, как это проект на будущее, когда мы все будем свободными и придем на эту выставку. И это случилось. Вообще, конечно, уникальная история, потому что музей, он не может остановиться. Хоть и музей называют пыльным складом, на самом деле музей — это всегда устремленное в будущее. Вот как этот путник, который рвется куда-то и отправляется в путь. Музей — это то же самое. И у Третьяковской галереи есть тоже задача измениться. В каком-то смысле все вспоминают эту цитату из Гоголя про то, что стало видно во все концы света, да, и когда говорят про эстетику романтизма, про эти бесконечные горизонты, про связь стран, времен, некую рефлексию на тему мировой культуры, пандемия тоже для нас приготовила такую необычную оптику, да, как все, с одной стороны, сидели в клетке в своих 4 стенах, с другой стороны, стали общаться и работать абсолютно поверх границ еще больше, чем раньше. Да, это удивительно. Это действительно та свобода, которая нес с собой романтизм. Это постоянное разнонаправленное движение. С одной стороны, идентификация своей национальной принадлежности. Я русский, я немец, я француз. И вдруг и романтизм предлагает еще и поверх этого всего наднациональное. Свобода, равенство, братство для всех. Художники, поэты понимают друг друга лучше, чем кто-либо еще. И центральное. Чего стоит дружба Жуковского и Каспара Давида Фридриха, людей, которые были в постоянной переписке между Петербургом и Дрезденом, между странами. Они общались и лично. Жуковский не раз бывал в Дрездене и даже отобрал для императорской коллекции картины Каспара Давида Фридриха. Вообще романтическая дружба между этими двумя персонажами, этими протагонистами, как мы их называем на выставке, это один из лейтмотивов, один из сквозных сюжетов проекта. Наша работа над выставкой тоже привела к сплочению очень разных творческих, организаторских, кураторских персоналей, подходов, взглядов. Надеюсь, что эта творческая и рабочая дружба останется и после проекта. Да. Вообще тоже хорошо сказать, говорят, международный проект, а я бы сказал, наднациональный проект. Это правда. Проект, который ищет свободу, равенство и братство. Если у вас остались вопросы, а я надеюсь, что у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Ну и вы знаете, где нас найти. Ищите нас в «Лабиринте» на выставке «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии».